Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу свои раскрашивательные итоги этой недели, что мне удалось раскрасить, покажу, в каких раскрасках я поработала. Несмотря на то, что у меня не было очень много времени, но затронула я, как видите, не одну раскраску, все, что лежит на столе, в этих книгах я успела поработать. И давайте начнем с самой маленькой по формату книги. Это «Мир поразительных существ» Кена Мацуды. И здесь я раскрасила вот такую милую свинку. Окрасила я ее для марафона Ольги Рани. Фон я не стала делать, если честно, поленилась. Раскрашивала всю работу я карандашами Vista Artista Intense. В этой книге на самом деле очень тонкая бумага, и не могу сказать, что карандаши тут ложатся очень хорошо. На самом деле она довольно скользкая такая, и карандаши плохо наслаиваются. Возможно, конечно, дело и в самих карандашах, но думаю, что больше дело все-таки в бумаге. Хотелось бы, конечно, в этой книге маркерами пораскрашивать, но здесь иллюстрации с двух сторон напечатаны, поэтому не получится. И вообще у меня на этой неделе было такое настроение, все хотелось раскрашивать только маркерами. Ну и в других работах сейчас вы это увидите. Следующая раскраска «Японские мотивы». Здесь я как раз-таки выполнила две работы и обе маркерами. Это вот такой узор, незамысловатый, простой, но яркий получился. И в то же время такие цвета розовые, весенние. Вообще я не очень люблю такие иллюстрации. Но в этой раскраске я делаю работы просто для того, чтобы расслабиться, и не думаю о том, как это получится, как это будет выглядеть. Вот эту работу я тоже выполнила маркерами, и она тоже очень простая. Красила ее перед телевизором, и это действительно настоящий антистресс, когда о результате вообще не задумываешься. Так что такая книга простая и незамысловатая. Она всегда должна быть у меня под рукой, чтобы красить вот именно работы для расслабления, а не для красоты и не для того, чтобы их там выложить куда-то. Показать, конечно, в блоге. Я все показываю вам, то, что раскрашиваю, и даже такие простые работы. Но не для того, чтобы ими похвастаться, а просто вот такую работу раскрасила, и не знаю, что еще про нее сказать. В общем, раскраска у меня хорошо идет. Дальше вот в такой распечатанной раскраске. В этом альбоме я распечатала две раскраски. В первой я сделала вот такую работу с грибочками, и также здесь суккуленты. Эту работу выполнила маркерами, и мне нравится, как получилось. Правда, здесь опять же не хотелось делать никакой фон, но зато я здесь точечно раскрашивала вот эти шляпки грибочков, и получилось очень приятно так, действительно интересно. В общем, очень понравилось раскрашивать, прикольный опыт. И, как я сказала, в основном настроение у меня было раскрашивать маркерами. Так что вот это был такой главный материал у меня на этой неделе. Здесь же в этом альбоме я сделала еще одну работу, но это уже другая раскраска. Эта раскраска называется «История лесной девочки». Здесь по две работы на странице, и это как бы раскраска-открытка. Вот так выглядит ее обложка. Я вот показывала, когда распечатала ее только. И эту работу я сделала тоже не на этой неделе, а на прошлой, но забыла показать. В общем, здесь я все раскрасила карандашами, карандаши Файнола. Мне хотелось именно карандашами раскрасить в таких спокойных цветах. Эта работа очень приятная, иллюстрация сама по себе очень уютная, нежная, поэтому я выбрала такие цвета, как розовый, голубой, бежевый. И вот в таких тонах раскрасила ее, получила тоже огромное удовольствие от раскрашивания. Не жалею, что распечатала ее. И следующая, опять же, распечатанная раскраска. Это у меня раскраска с прикольными девчонками.
Здесь я раскрасила на этой странице только одну девушку, вторую раскрашу потом. Красила ее маркерами. Мне очень нравится тоже эта раскраска. Девушки здесь очень такие милые. Это, можно сказать, такая, как фэшн-иллюстрация даже. Девушка сидит, ест мороженое, на ней рубашка, джинсы, пиджак и шапочка. И все это прикольно было раскрашивать маркерами. Немножко использовала цветные карандаши, чтобы добавить тени на ее рубашке, светло-серый карандаш. Очень рада, что мне удалось в интернете эти иллюстрации найти. Не жалею, что распечатала эту раскраску. Мне очень нравится ее раскрашивать. Она такая и позитивная, и милая. Вот эти девушки все симпатичные. И тоже такая уютная раскрасочка. Следующая работа тоже в этом же альбоме. Я не знаю, что это за раскраска. Нашла эти картинки в интернете и распечатала. Здесь тоже что-то в стиле фэшн. Девушка стоит, сакура цветет. Эта иллюстрация создает весеннее настроение. Тут я тоже все полностью красила маркерами. И тоже на расслабоне красила, без какого-то желания прям супер красиво раскрасить. Просто отдыхала. Получилось, конечно, достаточно просто, но мне все равно нравится, потому что я очень быстро раскрасила эту работу. Ну и тем более тут анимешный стиль, поэтому не требуется как-то супер реалистично красить. Так что мне понравилось, и эта работа действительно создает весеннее настроение, позитивное. К 8 марта бы эта иллюстрация отлично подошла, кстати. Вот. Но я раскрасила ее уже в апреле. И следующая работа из этой же серии, возможно, это одна и та же раскраска, либо какой-то набор иллюстраций. Здесь, как видите, девушка играет на пианино, ну, наверное, девушка. Цветы, которые ей, возможно, подарят после концерта, ноты, духи, какие-то документы, не знаю, что это сверху изображено. Но такая романтическая картинка, здесь есть какой-то сюжет, какая-то история. Мне эта картинка очень понравилась, поэтому с удовольствием раскрасила. Тоже абсолютно все выполнено маркерами. Здесь есть какие-то романтические фразы в букете цветов, записочки, что-то написано. В общем, действительно создает романтическое настроение. Может быть, это иллюстрация «Один день из жизни пианистки», так бы можно было ее назвать. У меня получилась она в фиолетово-красно-розовой гамме, и мне нравится это сочетание. Вообще люблю фиолетовый цвет. И опять же, не могу сказать, что это была сложная иллюстрация. Раскрасила ее очень быстро. И это были все работы, которые я раскрасила на этой неделе. И парочка из прошлых забытых работ. Всего получается 4 раскраски я затронула. Пишите в комментариях, какая из работ вам понравилась больше всего. И любите ли вы распечатанные раскраски. Я помимо раскрашенных работ хочу показать вам еще свои изделия из эпоксидной смолы, которые я сделала с помощью набора, заказанного на Озон, который мне муж подарил на 8 марта. Показываю уже готовые изделия. Это все украшения в основном. Здесь есть также и брелки, и просто пробные заливки. Но получилось очень много всего, и я не понимаю, почему мое видео с обзором этого набора с эпоксидной смолой набрало так мало просмотров. Может быть, YouTube его не рекомендовал. Но в том видео я прямо показываю, как я эти изделия делала, показываю, что есть в наборе, и подробно вообще рассказываю об этом, обо всем, как я делала эти изделия. Так что, если вы не смотрели, но вы интересуетесь эпоксидной смолой или просто хотите посмотреть, что же там было в этом наборе, то обязательно посмотрите это видео. Я оставлю ссылочку в описании и буду вам очень благодарна за просмотр. И на этом у меня все. Большое вам спасибо, что посмотрели это видео. Я буду очень рада вашим лайкам и комментариям. И увидимся с вами в следующих видео. Пока!